Что так не волнует кровь и не приводит дух в мятежное и тоскующее состояние, как шум ветра и морской прибой? Эрих Мария Ремарк. Ты знаешь, я думал, будет здесь пожарче, а так довольно прохладно и приятно. Да, такой ветерок. Хороший знак. Всем привет! Это Орел и Решка. И мы причалили к бразильским берегам города Ресифе. А тут такой колорит, бразильские улыбки, карнавал, все такое... А остальные 364 дня – это жара, бедность и разборки местных банд, Алина. Такое впечатление, что мы приехали с тобой в разные страны. Нет, мы-то приехали с тобой в одну страну, но видеть ее будем абсолютно по-разному. А кто как увидит, нам подскажет копейка. Орел. Решка. Оп. Карнавал, карнавал. Знаешь, может быть, карнавал не только на богатых улицах происходит. И улыбаются и в бедных районах, Коля. Да, Линка, но ты на всякий случай, на случай карнавала и особо близких танцев, держи рюкзачок так. Почему? Безопаснее будет, беги. Коль, мне страшно. Это нормально. Страх твой страж. А мне хорошо. Я сразу в аэропорт. Чуть позже объясню, почему. Здравствуй, Ресифе. К тебе приехал морской сезон. С нас золотая карточка и $100. С тебя бразильский колорит, неожиданные эмоции и отпадные развлечения. Ну что, как говорится, по рукам? Обменяв свои $100 на бразильские реалы, я могу отправиться в город. Самый дешевый способ – метро. Попасть к нему можно прямо из аэропорта. Оля. То есть я правильно понимаю, метро в Бразилии – это просто туннель до центра города? Где поезда? О, вот уже и город начинается. Я так понимаю, бедные районы пошли. Да-да, ребят, я все пытаюсь дойти к метро. Ну а состоятельным туристам париться с метро не нужно. Они быстренько пересаживаются на другой самолет и улетают отдыхать на соседние острова. Фернандо ди Норонья – это архипелаг из вулканических островов, затерянных в Атлантическом океане. Ежедневно на этот райский клочок земли могут попасть лишь 450 человек. И сегодня я с золотой карточкой в числе этих счастливчиков. Вы знаете, а моя мечта сбылась. Я специально летел 40 часов в Бразилию для того, чтобы еще 1,5 часа здесь полетать на самолете. Кстати, прям в самую точку. Спустя 20 минут я наконец-таки дошла до станции метро. Рикардо ушел к Софии после того, как Хорхе вот ее увидел. Кошмар. Еще спустя 10 минут я дождалась поезда. Метро Ресифе считается одним из самых опасных в Бразилии. Каждый день тут грабят десятки людей. Мне кажется, или на меня все смотрят? Пу-пу-пу. Ну что ж, кажется, Коля был прав. Рюкзачок я лучше перевешу вперед. Слава богу, до города ехать 20 минут. На первый взгляд Ресифе выглядит как весьма обычный, ничем не примечательный провинциальный городишко.
Но, друзья, это же Бразилия. Душа города живет на его улицах. Привет, Ресифи! Ну что, начнем знакомство. Ресифи – это ярко. Ресифи – это весело. Ресифи – это жарко. Но все это туристическая часть города, такая, какой ее создали и оставили бразильцам португальские колонизаторы. Чтобы по-настоящему познакомиться с городом, нужно ходить не только по туристическим местам, но и в настоящих жилых районах Бразилии. Мы сейчас в бедном и достаточно опасном районе Фавела Дос Унидос. Лучше рюкзачок перевесить вперед. И так как я по-бедному, то надо и проникнуться этой атмосферкой. Фавелы – это такой себе частный сектор, подальше от центра города. Здесь живут малоимущие семьи и безработные. Уровень жизни, образования и санитарии в таких районах низкий. О, это местный салончик красоты. Ты это, далеко не отходи. Я не пойму, где жилые дома, а где просто заброшенные. Так как здесь очень процветает преступность и часто происходят грабежи, вот хозяева дома ставят такие, как защитные шипы. Еще и решетки на окнах. Серьезно все. Сюда боятся заходить местные, а турист вообще как белая ворона. Привет. Ну, аплодисменты это всегда приятно, но давай побыстрее, Дим. Мне кажется, я куда-то не туда зашла. Hi, I think I need help. I don't know, where are you? Как вы сюда поднимаетесь? И вы так каждый день, да? Туда-сюда ходите? Это для меня бы была большая причина не идти в школу, если честно. А, вы приглашаете меня? Ну, идем, зайдем. Раз мы в тупике. О май гаш! Привет! Привет! Привет, Лапулик! Привет! Привет! I'm Alina. Alina. And you? I'm Alina. Malu. Malu. Nice to meet you, Malu. Я попала в типичную семью из фавел, в которой муж пропадает на работе в порту, а жена в это время пытается накормить голодные рты и хоть как-то обустроить быт. Да, ребята, конечно, живут очень скромно. У них вместо обоев пленка, все очень компактно. Это даже домом не назвать. Живет целая семья. Здесь же обедает, готовит есть и спит буквально за маленькой, даже это не перегородка, а просто натянутая шторка. Вот так вот. А мы на жизнь жалуемся. Но несмотря на это, люди в фавелах открытые и добрые. Они довольствуются малым и точно знают цену жизни. Всех пугают фавелами, что это очень опасный район, и даже некоторые местные здесь никогда не бывали. На самом деле у меня сложилось совсем другое впечатление. Да, действительно, люди
бедствуют, живут в каких-то даже не домах, а пристройках из целлофана. Но при этом они очень френдли. Они все настолько приятные, улыбаются, знакомятся с тобой. Это поражает. Подожди. Подлетая ближе к архипелагу, понимаешь, почему эти острова трепетно оберегают от потока туристов. Breathing in and breaking down. I feel my time is running out. The fire in my heart will burn me to the ground. Здесь сохранилась редчайшая экосистема. Как и 500 лет назад, Фернандо ди Норонья утопает в тропических джунглях, которые окружены причудливыми скалами. И дополняет этот ландшафт пленительная красота океанских вод. А здесь хорошо. Каждый турист по прилету на остров Фернандо ди Норонья должен сделать две вещи. Первое. Для того, чтобы попасть на остров, уже попав сюда, для того, чтобы пройти аэропорт, необходимо заплатить налог за нахождение на острове. Налог на природу, я не знаю на что. Может быть, коктейль в это включен? Кто скажет? Нет? Коктейль не включен. Один день пребывания стоит $14. И второе – арендовать вот такой вот багги. На них тут разъезжают все туристы. Он легкий, маневренный и удобный в управлении. Но главное – стопроцентная система ветроподачи в салон. Вау! Этот багги с каким-то багом внутри. Хорошо, что поломка обнаружилась сразу. И механик с проката поможет ее устранить. Ну а я на своих двух иду решать вопрос с жильем. В таком контрастном городе, как Ресифи, я и хостел выбрала своеобразный. Класс, какое все яркое. Ола. То как же зайти? Звонок. Сработало? Хостел называется «Пираты с пляжа». Ну что ж, раз пиратский, и селиться будем по-пиратски. О! Чем я не пират, а? Есть кто дома? Hi! Okay, I need a room. Okay. Quickly, quickly. What's your name? Alina. Okay, Alina. Okay, okay. How much? $10.78. А, $10. Good. Даже завоевывать не надо это местечко. Okay, show me, please. Let's go. Okay. Okay. Hostel Pirates of the Beach. Okay. Самый популярный и известный в Ресифи. Здесь останавливаются путешественники со всего мира. Они заполняют хостел всякими безделушками, которые оставляют после себя на память. This is your bedroom. Ты. Какое бы выбрать себе местечко? Я бы здесь легла. Итак, что мы имеем за $10? Во-первых, свой шкафчик. 1001 картину для вдохновения и настроения. Соседей. Тут 3 кровати. Ванная. Ой, даже фен есть.
Ой, еще тут сожгли индийскую палочку, такой прям пряный запах. Ну, не люкс, но приемлемо. Ну вот теперь, когда моему баги заменили свечи, я могу, наконец, познакомиться с островом поближе. Итак, достопримечательность первая. Пляж Качорро. Его интересность в том, что во время прилива пляж покрыт песком, а во время отлива вода песок забирает, оставляя лишь камни и гальку. Но главный козырь этого пляжа – дыра Галега. Так называют природный бассейн с теплой водой прямо в скале. Его глубина 3 метра, поэтому хочешь просто купайся, а хочешь устраивай экстремальные прыжки. Вообще люди здесь, они выглядят как обычные туристы. Но для того, чтобы сюда добраться, нужно неплохо потратиться. Поэтому это все довольно состоятельные, зажиточные буржуи. Еще одна достопримечательность острова – пещера Бурака-де-Ракель. В связи с тем, что в этой сквозной пещере своя температура воды, отличная от остального океана, здесь образовалась особая микрофлора. И лимонные акулы приплывают сюда для того, чтобы кормиться и оставлять потомство. Вот так вот. Конечно, сейчас, к сожалению, этого не видно, потому что отлив. Ну а во время прилива воды здесь больше. И, говорят, иногда можно увидеть вот акул. К сожалению, у меня нет времени ждать. Я когда-то в детстве в Одессе ходил по пляжу и собирал камушки, в которых была дырочка. И потому что кто-то сказал о том, что это на счастье. Вот я нахожу такой камушек, радостный, подбегаю к отцу и говорю: пап, скажи, пожалуйста, камушек с дырочкой – это на счастье? Отец на меня посмотрел и сказал: все, что с дырочкой – на счастье. Начал хихикать тихонько. Я тогда не понял ее. Сейчас понимаю. Поселившись, я пришла к главной достопримечательности Ресифи. Пляж! Ну, наконец-то! Самое долгожданное в наших поездках – это встреча с океаном. Привет, дорогой! Ну что, начнем обзор? Плотность отдыхающих. Если честно, почти нулевая. Для меня много места. Инфраструктура найдет тебя сама и предложит все возможные варианты. Как мне? Контингент. Люди все очень приятные. На релаксе. Температура воды. Ой, поверьте, она просто идеальная. Но вопрос. Почему тогда никто не купается? Вода – мечта. Что-то тут не так. Я начинаю расследование. Что же могло стать причиной? Ватсон, у вас есть какие-то идеи? О, есть зацепка. Запрет на купание. Угу. Но почему? Вот разгадка. И достаточно весомая причина, чтобы не идти в воду. Акулы. Пляж Боа-Вьяже входит в десятку самых акулонападаемых пляжей мира. А все из-за местного порта, строительство которого нарушило баланс в окружающей среде и разрешило бычьим акулам подплывать близко к берегу. Бычья акула
одна из самых агрессивных и опасных акул в мире. Кроме крупных рыб, она также охотится на людей, поэтому за последние 10 лет более 50 местных купальщиков и серферов стали жертвами этого хищника. В общем, пляж неплохой, но из-за наличия акул рекомендовать его морским сезоном мы не можем. В общем, бразильцы очень справедливые ребята. Они посчитали, что если уж вы, акулы, нападаете на наших человеческих серферов, то мы имеем полное право есть ваших знакомых. Вот, поэтому здесь довольно часто употребляют в пищу акулье мясо. Я тоже решил попробовать акулу на вкус и заказал мясные пончики, обжаренные во фритюре. Приятного аппетита! Слушайте, вкусно. Прям очень вкусно. Такой прям фарш из акулы. По вкусу я бы не сказал, что акула сильно отличается от какой-нибудь белой рыбы. Знаете, чем я думаю? Что мне-то акуле мстить не за что. У меня все близкие, и я, собственно, сам цел, не было стычек с акулами. То есть, получается, если я сейчас ем, то я как бы первый раскапываю топор войны. И акулы могут мстить. Никто ничего не видел. Удали это видео. Но оказалось, мстительные бразильцы акул не только едят, но и собирают их кости как трофеи и выставляют на всеобщее обозрение в местном музее. Вот такой позвоночник у здоровой акулы. Ну, как бы не то, чтобы акула сейчас здорова, которая позвоночник. Ну, в смысле, что это здоровый позвоночник. Если у вашей акулы другой позвоночник, возможно, у нее сколиоз. Поэтому, ну, следите за своей акулой. Вовремя водите к врачу. Нос рыбы меча, да? У меня, кстати, пароль такой раньше был в Фейсбуке. А это вот, смотри, это любимая моя. Завалил ее на охоте. Ну, на подводной охоте, конечно. Сидим мы, короче, с пацанами в кустах. В коралловых кустах. Сидим и выглядываем. У Вадька свисток такой, он типа, как будто самка зовет его. И он выплывает. Рога такие, пасется, щипит эти водоросли. И я из двухстволки просто вот в жабру. Бам! И все, голова в одну сторону, тело в другую. Тело так и не нашли. Ну, голову нашли, вот челюсть повесили. Слушай, ну, я не знаю, что сказать об этом музее. Ну, музей — это очень громко сказано. Здесь, ну, типа, челюсти разные. При желании здесь можно собрать несколько акул. Ну, зачем, непонятно. А интересно, а где-то там у акул есть музей серферов? Где тоже нога серфера, рука серфера, кусок доски. В общем, единственное, чем примечателен этот музей – сувенирами. Thank you. Оп. С пляжем познакомились, пора познакомиться с местной кухней. В Бразилии хорошо то, что любой турист может позволить себе отобедать в ресторане. Так что я сегодня обеду в ресторации. Ресторан называется Боде Дано, что в переводе козел. Вот такой козлиный ресторан. Ну да, как-то грубо. Лучше у козла. Как интересно. Так. Hola. I want some traditional food. Интересно то, что все национальные блюда Бразилии когда-то были едой бедняков. Смысл был в том, чтобы быстро, сытно, немного поесть калорийной пищи, вот такой с углеводами, и пойти
на тяжелую работу. Сейчас как бы ничего не изменилось. Еда такая же калорийная, сытная, но теперь уже во всех хороших бразильских ресторанах. Мне принесли местное традиционное блюдо бушадо. Какая? Ой, это все бушадо? В него входит рис, вот такая жижа, в которой тушилось основное блюдо, И целая кастрюлька с бразильскими вкусняшками. И здесь какие-то органы животных, но что-то я не могу разгадать, какие именно органы и каких животных. А еще вот есть большая картошка. Одной картошкой уже можно как бы сытым уйти за стола. Может быть, я так и сделаю? Потому что вот это за ежик? Внимание, вопрос знатокам. Что это такое? Шершавая, круглая и не очень приятно пахнущая. Ваши варианты ответов. Да у нас здесь шкатулка с сюрпризом. О, боже мой. Ну, пахнет это хуже, если честно, чем на вкус. И тут, кажется, есть печень, а печень я ненавижу. И от этого запах такой прям резко неприятный. Оказалось, это козлиный желудок, начиненный потрохами и овощами. Но, друзья, это еще не все. Что тут у нас еще за вкусняшки? Это кость, завернутая в козлиную кожу. Что, я должна попробовать это? Вам недостаточно знать, что это кость, завернутая в козлиную кожу? Работа мечты. Окей, я попробую. Хорошо. Ну почему? Чуть даже не похоже на кожу. Ну, не могу жевать, если честно. Я не могу, я сейчас вырву, реально. У меня нет салфетки. Ну вот это вот еще, мне кажется, может найти своего любителя. Потому что здесь мясо, печень. В принципе, такое вот мужское блюдо. Кость, завернутая в кожу, на любителя. Гурмана, я бы сказала. А я сегодня пообедаю вкусным, прекрасным рисом. Скажу вам так, мой обед сегодня больше похож на урок анатомии. Так вот выловил какой-нибудь орган и рассказал о нем характеристику. Вот, допустим, что это такое? Присылайте ваши ответы на почту Орел и Решка. Кто будет первый, тот получит приз. Мы пришлем это вам домой. Еще одним условием пребывания на острове является бронь отеля. Мой отель на этот уикенд – Пусада Маравила. Он состоит из вот таких небольших деревянных бунгало. Оно выполнено в аскетичном стиле. Но при этом есть все самое необходимое. Но выбирают подобные номера не ради каких-то удобств, а ради этого вида. Ну, что может быть круче вообще в жизни того, чтобы лежать вот так вот в джакузи и смотреть на такой вид? Да, ничего не может быть лучше. Ну, рождение ребенка, и то не факт. Вечером, когда спадает жара, пульс города учащается. И жизнь начинает бить ключом. На каждой улице, куда ни повернешь, происходит свой перформанс. При этом у всех такое приподнятое настроение. Тут встретишь и ряженых актеров, и музыкантов, и певцов. Здесь продают всякую всячину. Платки, футболки, статуэтки, очки, кошельки. Какое-то прям сувенирное безобразие. Бесполезная штука, но так ее хочется купить. На этой улице зажигают под ритмы барабанов.
восторг! А вот прямо посреди улицы танцовщик беззаботно исполняет танец прево. Это известный бразильский танец с зонтиком, который придумали именно здесь, в Ресифе. Сложно поверить, но этот танец произошел от бразильского боевого искусства капоэйры, где удары были заменены на элегантные танцевальные па, а оружие – на разноцветный зонтик. Вау! Супер! Я тоже решил устроить вечеринку. Прямо в джакузи. Опа. Приплыли. Осьминог с ризотто и рыбный севиче. С чего же начать? Все такое вкусненькое. Начну с рыбы, потому что рыба портится быстрее. Как вкусно. Они сюда намешали орешков жареных, помидоры, уксус и хорошо прожаренный лук. Ну а теперь ризотто с осьминогом. И ризотто вкуснейший. Ризотто же он, правильно, рис. Спасибо. У меня здесь за кадром моя учительница русского языка стоит. Превосходный ужин. Моя первая Бразилия. Все такое очень экспрессивное. И люди, и все, что вокруг. А я вот специально с собой взял десерт в постель, чтобы вот те родители, которые говорят, а где это ты видел, чтобы в постели кто-то сладкое ел, чтобы они увидели, что вот где едят сладкое в постели. Я защищаю интересы всех детей мира. И съем за них порцию популярного здесь десерта из тапиоки. По вкусу это как наш рисовый пудинг с корицей, шоколадом и шариком ванильного мороженого. Спокойной ночи. А между прочим, дорогие завистники, знаете что? Не слипнется. Keep your head, everyone still. You can make me fall apart, but I won't blame. Доброе утро. Это тот самый случай, когда лучший будильник — это вот. Доброе утро. Бесплатные печеньки в хостелах – это беда, девочки. Вот это вот классная задумка. Оставить свой след в хостеле. Может, я тоже оставлю? Надо спросить. Мне выдали краску. Что я выпила? Класс! Ой, щекотно! Так, все. А как теперь дальше? Что-то я об этом как-то не подумала. Sorry, guys, I didn't help. Hi. Okay, how I can do? Oh, I can show you. Guys, Чувствую себя нелепо. just relax. О, боже мой, пираты пришли. Okay. So it's just relax. Подождите, я не могу релакс. Faz a cadeira só aqui. Yes. Окей. Just relax. О, боже мой! О, боже! Класс! Ребята! Не могу. Ой, вот это да! Thank you. Нет, ну что это за ноги? Это не ноги принцессы. Какая-то плашмя.
Вчера я осматривал Фернандо ди Норонья с суши, а сегодня с воды. Опа-па-па-па. Шух. Здорово, пацаны! Мы отправляемся в открытое море к новым открытиям. Вперед, капитан! Ну, поехали уже. Ну, такую концовку испортили. Поехали! Ладно. На второй день отдыха я решила посетить окрестности Ресифи. Я решила отправиться на поиски безопасных пляжей. Ну и надеюсь, что найду там и солнце. Моросит целое утро. О, а вот и мой автобус. Главная достопримечательность архипелага Фернандо ди Норонья – легендарная скала с драконом. Давным-давно остров Фернандо ди Норонья был испепелен дыханием изумрудного дракона. Узнав об этой проделке, богиня морей Ямайя замуровала его в скалу и возродила остров из пепла. Но, поговаривают, изумрудный дракон не уснул и время от времени напоминает о себе грозным дыханием. Ну да, скажете вы, это всего лишь легенда. Но, подплывая ближе, начинаешь верить, что дракон там и вправду живет. Эхо от волн в скале, как будто дракон дышит. Сейчас будет. Похоже. И сверху как будто пар выходит, как дым, как будто дракон. Сейчас я актерское свое напрягу. Через 2,5 часа я приехала на пляж. Порту-де-Галиньяс. Но на пляж без акул позарилась не только я, а еще сотни отдыхающих. Акул на этом пляже действительно нет. А все потому, что береговая линия окружена рифом, который стал преградой для опасных хищников. Но с другой стороны, этот же риф образовал на пляже мелководье, поэтому отдыхающие и барахтаются у берега, как поплавки. Для того, чтобы нормально поплавать, нужно арендовать лодку, которая отвезет тебя вот к такой дыромахе, специально вырубленной в рифе. Но, добравшись сюда, нормально не покупаешься. Рядом толкутся десятки других туристов. И плаваешь ты, как овощ в кастрюле. Я решил покинуть остров Фернандо ди Норонья и отправился в Ресифи, чтобы круто поддайвить. Ну что? К глубинам! Подводный мир Ресифи с каждым годом привлекает все больше туристов. А все потому, что в этой части Атлантического океана все дно усыпано затопленными судами. Вот, например, настоящий раритет. Пассажирский деревянный паром Пирапама 1841 года. Он ушел на дно после столкновения с другим судном. В результате аварии погибло около 200 людей. Сейчас от парома остались лишь обломки, но он все равно считается важной достопримечательностью бразильского дайвинга. А вот буксир «Телец и Дева». Когда-то он неустанно трудился в местном порту, но отслужил свое
и 10 лет назад был специально затоплен. А теперь исправно служит развлечением для дайверов и домом для гигантской вереницы рыб. Глаз оторвать невозможно. Крутотень. Да, с пляжами мне откровенно не везет. Но я надежды не теряю, поэтому потратила еще $4 и 1,5 часа в пути, чтобы посетить одно очень интересное местечко. Где-то в этой красоте должна быть голубая лагуна. А там много интересных развлечений. Ну, будем честными, не такая уж она и голубая, но от этого не менее красивая. А вот с развлечениями сейчас разберемся. В Голубой лагуне туристы могут попробовать свои силы в падлборде, катание на доске с веслом. Могут прокатиться на зиплайне, а могут спуститься вот с этой скалы. Слушайте, деньги у меня остались, а должны остаться впечатления. Ну вот я и нашла приключения на свою голову. Вперед! Точнее, вниз. У меня внутри такое детское чувство. С одной стороны, так круто, так классно, красиво. Но возраст-то уже немного включает вот эту вот охранную систему организма. Вообще я такие штуки люблю. Но когда все классно со снаряжением, а здесь 2 палки, веревка, давай. Но назад дороги нет. Все, решила, значит решила. Ну что, начнем? Ой-ой. Ой-ой-ой. Высота этой скалы около 50 метров. Это как спуститься с 12-этажки. Но сложным оказалось не преодолеть высоту, а совладать со своими эмоциями. Не страшно. Не страшно, реально, мне очень страшно. Это выше, чем обычно. Меня чуть-чуть несет в эту сторону. О, боже мой. О, Господи. It's not good for me. Это было очень страшно. Очень. Чтобы отдохнуть в Ресифи, нужно неплохо раскошелиться. И я вам это наглядно показал. Поэтому что здесь делать со 100 баксами, я даже не представляю. Но я уверен, что если вы внимательно смотрели сюжет Алины, вы все прекрасно знаете. Поэтому вот для вас, наши внимательные телезрители, 100 баксов! Наши, а в перспективе ваши $100 спрятаны в бразильском городе Ресифе. Хотите их отыскать? Что ж, пожалуйста, отправляйтесь на площадь Синку-Понтас. Там в одной из стен и лежит бутылка от Орла и Решки. Удачи! Здесь подложат какую-то крутую музыку. Да нету, ребят, могли бы нормальный трек подобрать? Отдых в Ресифе как бразильский сериал. Рикардо ушел к Софии. Яркие декорации. Это вот. Остросюжетные ходы. Вот разгадка. И настоящие страсти. Приплыли. Ну почему? Этот баги с каким-то багом. А мы на жизнь жалуемся. Буржуй. Чем я не пират, а? Актерская своя на брегу. Все такое очень экспрессивное. Такую концовку испортили. Поехали! У меня полный восторг.
Коля! Господи, Коля. У меня сердце в пятки ушло сейчас. Алина, потому что ты не прошла школу выживания, ты не пуганная. Мы тебя зачем в фавелы отправляли? Чтобы ты лишилась страха, чтобы твоя кожа стала толстой, как Да, броня, и чтобы На самом тебе деле, уже ничем Коль, нельзя было испугать. мне Что? встречались только положительные, веселые Вот оно в чем люди. дело. Слушай, а что это такое у тебя? Акула? Это, слушай, это, фу, Класс. тихо, это артефакт. Я его вырвал просто из логова акул. Схватил телку для Алинки и выбежал из музея. У ребенка забрал, что ли? Как отдохнул? У меня вообще очень много всего есть тебе рассказать, показать и дать потрогать. До свидания, дорогие друзья, до новых встреч. Да. Пока, ребят. Коля, Во-первых, потрогай мои щеки. Это я отъел только за 2 дня. а я как вкусно поела, Николай. Мне Да кажется, ты никак вкуснее, вкусно чем- не ела. Нет, точно вкуснее, чем ты. Вот ты ел желудок козла? Конечно, ел.